Hi people, меня зовут Лиза, и это мой проект Backpack. Мы будем путешествовать по разным странам, разным городам. Этот проект — это что-то новое для меня. Мы это делаем с моей сестрой. Это клевая анимашка, которая была в начале. Это ее рук дело. И я сейчас только что вернулась из небольшого трипа по Европе, о котором я и расскажу в последующих видео. Всего их будет 6 в этом сезоне, так скажем. Это будет первый сезон. И в этом маленьком трипе у нас было 5 самолетов, 4 поезда и 8 автобусов, не включая городских. В этом самом блоге я буду рассказывать про цены на жилье, на самолеты, лайфхаки, то, как купить билеты на поезда и автобусы и прочее. В общем, как путешествовать дешево. У нас было очень много переездов, я очень боялась, что мы что-то посчитали неправильно, в общем, просчитались, или какие-то еще несостыковки будут, но, слава богу, все обошлось. Но у нас были другие сюрпризы, о которых вы узнаете позже. Путешествовала я со своими подругами, с Таней и с Настей. Мы с Таней из Архангельска, а Настя из Екатеринбурга. Но мы все вместе встретились в Питере, и оттуда началось наше путешествие. Это воскресное утро Питера. И отсюда начинается наш трип по Европе. Кому? Куда мы направляемся? Придумай какие-нибудь оригинальные вопросы. Какой оригинальный? Это нормальный Не вопрос. надо так близко. Мне кажется. У меня черные точки. С Питера мы отправились в Лапинранту. Автобус нам стоил 615 рублей. Но мы отправились туда только с Таней, потому что вообще автобусы ходят с Питера в Лапинранту с 6 до 8 утра, 8 это последний. Потом нету рейсовых обычных автобусов, есть только специальные, которые подстроены под самолеты, которые прилетают в аэропорт Лапинранты. Настя не успевала с нами на автобусы, поэтому она должна была поехать ночью на этом самом автобусе. Вот, мы с Таней за 615 рублей съездили, а вот эти трансферы, они стоят 1300. Вообще осуществляют две большие компании перевозки, которые мне очень нравятся, которые я советую, это Совавто и Бусфор. Ссылки в описании. Зачем мы приехали в Лапинранту? Зачем сюда люди едут? Это прекрасный маленький городок на юге Финляндии. Можно без таких подробностей? Где есть прекрасная природа, чисто, ухоженно. А мы-то зачем сюда? Почему поехали именно в Лапинранту? Потому что здесь недавно открыли новый аэропорт. Точнее, восстановили старый, из которого летают лоукостеры, очень дешевые самолеты. А самолет с Лапинранты в Берлин и обратно стоил нам около 65 евро. Таня, вот мы приехали в Лапинранту, самый прекрасный город Финляндии, в котором делать абсолютно нечего, в котором мы проведем сегодня целый день. В общем, мы с Таней приехали в Лапинранту в воскресенье утром, около часу дня мы приехали, а наш самолет был на следующий день в 10 утра. И мы думали, что мы весь день погуляем в Лапинранте как раз, а ночь переночуем в аэропорту. Там как раз Настю дождемся и полетим все вместе. Итак, что же интересного есть в Лапинранте? Все дороги ведут к причалу, где очень красиво. Для того, чтобы ориентироваться в любом городе, куда бы вы ни поехали в Европе, скачайте приложение Maps.me. Это офлайн-карты, по которым вы спокойно можете бродить по разным городам. Dark room, I lose track of my mind. Don't go so soon until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and you on time now. You're standing there, I drift away. I sign my name, this game we play. For real, kiss me, I'm underway. A spell I can't get out of. На набережной мы наткнулись на инсталляцию, которая была посвящена животным, и она пропагандировала вегетарианство. Что-то здесь интересное происходит. Инсталляция маски. Еще один лайфхак для тех, кто приехал в Лапинранту и кому нужно скоротать день, у кого есть вещи за спиной и кто не хочет с ними таскаться. В общем, в центре города есть большой торговый центр, называется Исо Кристина. Там есть ячейки на первом этаже, рядом с туалетом, где можно оставить свои вещи абсолютно бесплатно, если у вас есть карточка со значком Wi-Fi.
Пользоваться камерой очень просто. Дело в том, что там только на финском написано, поэтому, я думаю, может быть, мало кто знает. Сначала нужно закрыть ящичек, приложить карточку, и тогда он разблокируется как бы для вас. Положить туда вещи, закрыть ящик и повернуть щеколдочку. И все. Чтобы потом достать свои вещи, просто поднесите карту к считывателю, и вещи у вас. День не очень просто. Это девочка, у которой не задался день. Мы хотели с Таней просто узнать, что у нее случилось. Но она оскалила зубы, хотела на меня напасть. Из ее рта текла пена, глаза стали бешеными. Нет, это неправда. Возможно, она вообще не финка. Так мы и не сделали доброго дела. Что она такая странная? С хохолком, прям панк-куртка. Там люди ковры стирают на специальных штучках, мостиках. Здравствуйте. Я считаю, мы самые успешные женщины, потому что мы загораем в Лапиранте. Таня, что тебе больше всего нравится в Лапиранте? Море. Как развлекаются финские ребятишки. Так вот, эта горочка вблизи. Тут написано, что для съезда в воду, но тут саночки лежат, значит, и зимой тут катаются. Детская площадка. Такой кит пессимистичненький. Вот это. Так, куда-то нас Таня ведет. Че, симпатично? Симпатичненько? Бассейн. Такой местный. Там заходики вот. Вышка, не знаю. Прыгать, может, с нее. Кстати, возможно. Тут как в бассейне. Там финны что-то бродят. Вот финны молодцы. Убирают собачьи. Вот такой вот чистый город Лапинранта. Еще я когда-то была очень восхищена финскими полотенцами в туалетах. Но сейчас они уже в России появляются, но вдруг кто не видел. Короче, резко дергай. Вытирай. Это прям натуральная ткань. А сейчас случится магия. Что касается еды, то мы питались продуктами из магазина, не в кафе, не в ресторанах, а просто покупали какую-то еду, о которой сейчас я вам и расскажу. Так, что мы имеем? У нас 2 сэндвича с тунцом за евро 89. И кофе средний за 2,50. Я забыла себе крем. Так, из чего состоит наш ужин? Из 2 бананов за 63 цента. Цента, да. Мармелад тутти-фрути, который стоит евро 45. Финский замечательный вкусный мармелад. Валио, прекрасная фирма. Протеиновый творог с лимоном и лаймом. 0,98. И еще один на утро мы взяли. Это у меня с мятным шоколадом. А вот Аня с обычным шоколадом. Замечательно. Вкусно? Да, вообще. Поехали! Running from himself. She's been living on a high shelf. Здесь происходит общение с природой. Так, ребята, познакомимся. Еще мы забрели в очень прикольный райончик Лапинранты, где частные дома стоят. И эти дома, они очень красивые, дворы очень ухоженные и опрятные. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing.
Мы направляемся к прекрасному закату. Вы только посмотрите. Нет ничего красивее закатов и рассветов. Природа — это вообще самое прекрасное, что есть в мире. Эх, вот вам не видно, а нам видно. Там вот закат красивый. А знаете еще что? Мы тут сидели и подумали, что неплохо было быть уточкой бы. Мы могли бы уснуть, где захотели бы. Мы могли бы уснуть там. Или вот там вот на доме. Ну, мы не уточка. Нас бы кормили хлебом, мы бы спали на воде, плавали. Нам не нужно было бы одеваться. Короче, в следующей жизни Лиза будет уткой, походу. В Италии желательно. В Италии. Ну или Финляндия. Ладно. Вот, покажу вам виды. Она такая смешная, посмотрите на нее. Я потом вставлю видео. Нет, нет, никаких уток, Лиза. Сухопутные уточки. Я хочу быть сухопутной уточкой. Сколько тебе там лет? 22. Кем ты хочешь быть? Сухопутной уточкой. And I hear your ship is coming in. Your tears are a sea for me to swim. And I hear a storm is coming in. My tears are all we've ever been. Время почти 11, Таня ведет меня в аэропорт по какому-то лесу. Это он? Да, вот мы отправляем Наш аэропорт. Нет, А, нет? Да. Короче, сначала Таня меня повела в лес. Мы шли, и нам показалось, что там был человек под деревом. Мне показалось. Мы с Таней испугались и пошли назад. И нам оказалось, что нам нужно было идти в другую сторону. И там вообще какое-то кладбище было недалеко. В итоге мы шуруем уже полчаса. Тут никого нет. Дороги пустые, вообще тихая Финляндия прекрасная. Я надеюсь, что вот это уже территория аэропорта. Да, я думаю, сюда нам идут. Где это здание? Взлетаем. Ну вот отсюда мы полетим где-то, вот с этого поля, я думаю. Вот там вот, видишь здание, вот там туда вход. Так что мой совет, лучше едьте на автобусе, не надо идти пешком с центра или еще откуда-то в аэропорт. Я думаю, мы подходим. Вот после этого сарайчика будет наш сарайчик. Вон аэропорт. Все, вот наш аэропорт. Это не наш аэропорт. Ребята, это заяц. Он огромный. Зайчик. Да, мы только что видели зайчика. Таня его спугнула, когда я хотела его снять. Нормально. Это заветная табличка. 400 метров. Мне кажется, я похудела. Я искала на аэропорт. Мы дошли до аэропорта, но он, походу, не работает. Мы с Таней сидим в аэропорту Лапенранте. Ну как во рту? Он не работает. А заработает в 8 утра. А сейчас 11. Что делать? Проблемка. Германия, сколько мусора. Я у бабушки дома. Иди километры за стеклом, и там, где ты, там и есть мой дом. Я знаю, и ты знаешь, что выбора нет, мы так живем. Там многого нет, но мы вдвоем. Самый Итак. вкусный финский мармелад. Лиза снимает какую-то херню. Нет, это современное искусство Лапенранте.
Это все в тишине, главное.